Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о крокодилах. Что мы знаем о них? Знаем, видели. Крокодилы. И этим все сказано. Если кто-то скажет, что в озере или реке водятся крокодилы, в воду не зайдешь ни за что. Они внушают страх с детства. В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие злые крокодилы. Один Гена был добрый, на гармошке играл и дружил с непонятной зверушкой. Но Гена вымышленный персонаж, а крокодилы настоящие. И живут они не только в Африке. И причем разные они бывают. Очень разные. Вы удивитесь, но есть крокодилы, которые в длину едва достигают 1,5 метра и питаются рыбой и лягушками. А есть гиганты под 7 метров, способные завалить буйвола или перекусить панцирь черепахи. Одни носятся по соленым водам океана и заплывают за тысячи километров от берега. Другие всю жизнь не покидают крошечную лесную речушку. У одних морда широкая и тупая, как лопата, а у других длинная и узкая, как хирургический скальпель, чтобы ловко выхватывать рыбу из воды. Загадок здесь гораздо больше, чем ответов, и самое время разобраться во всем поподробнее. Поэтому прямо сейчас мы заглянем в самые потаенные уголки нашей планеты, в мир крокодилов. Поехали! Крокодилы – единственный сохранившийся до наших дней отряд архозавров. Группы, куда также входили динозавры и птерозавры. Их часто называют живыми ископаемыми, поскольку они пережили множество массовых вымираний и донесли до нас облик доисторических рептилий. Эволюционная ветвь крокодилов отделилась от общих предков с птицами и динозаврами около 250 миллионов лет назад, в триасовом периоде. Более широкая группа, объединяющая всех родственников современных крокодилов, называется крокодиломорфы. На протяжении мезозойской эры, особенно в юрском и меловом периодах, крокодиломорфы достигли пика своего разнообразия. Палеонтологи насчитывают сотни ископаемых видов, которые занимают самые разные экологические ниши. Самые крупные ископаемые виды достигали 12 метров в длину, например, дейнозух и саркозух, когда как некоторые древние формы не превышали и полуметра. Массовое вымирание в конце мелового периода 66 миллионов лет назад, погубившее динозавров, крокодилы пережили сравнительно успешно, вероятно благодаря полуводному образу жизни и способности подолгу обходиться без пищи. Однако глобальное похолодание в кайнозое сильно сократило их ареал, и сегодня крокодилы обитают только в тропических и субтропических регионах. Пусть и в тропиках, и в субтропиках, это не отменяет того, что крокодилы – идеальные машины для жизни. Плывет по реке коряга, старая, темная, медленно так плывет по течению. Птицы на берегу поют, никого не боятся. Звери подходят на водопой. Какая опасность от старого бревна? Но если присмотреться хорошенько, у этой коряги 2 желтых стеклышка из воды блестят. Глаза зоркие. Замер хитрый крокодил, следит за добычей. Стоило беспечной антилопе к самой воде спуститься, как деревяшка ожила. Молниеносный всплеск, захлопнулся зубастый капкан. И снова тихо на реке. Эта смертоносная тактика засады требует не только железного терпения, но и особой анатомии маскировки. И не только. Чтобы понять, как устроен этот древний хищник, давайте разберем его природную экипировку. Начнем с самого очевидного – с кожи. Она покрыта толстыми роговыми щитками. Настоящая броня. Под щитками у многих видов залегают костные пластины – остеодермы. Они формируют настоящий панцирь, который практически невозможно прокусить. Особенно это выражено у кайманов. У них остеодермы есть даже на брюхе, что делает их самыми защищенными среди всех крокодилов. А вот лапы у крокодилов короткие и кажутся непропорциональными по сравнению с массивным телом. Но это тоже адаптация. Пальцы частично соединены плавательными перепонками. Это помогает им гребсти. Но на суше многим покажется, что крокодилы выглядят неуклюжими. Они передвигаются на полусогнутых ногах, волоча брюхо по земле. Однако не стоит недооценивать их. Некоторые виды способны к короткому галопу, развивая на суше скорость до 15 км в час. Это не так много, но для неожиданной атаки на берегу вполне достаточно.
Но главный двигатель крокодила – это не лапы, а хвост. Мощный, мускулистый, сжатый с боков. Он работает как весло. Когда крокодил ныряет или бросается за добычей, хвост совершает волнообразные движения, разгоняя тело до скорости 30 км в час. Такой рывок позволяет крокодилу молниеносно атаковать ничего не подозревающую жертву у кромки воды. Голова крокодила – это шедевр природы. Ее череп относится к диапсидному типу, как у всех рептилий. Это значит, что у их предков в черепе за глазами развились два крупных височных окна. Но есть одно важное отличие – сильно развитое вторичное костное небо. Звучит сложно, но на деле это гениальное решение. Оно полностью разделяет ротовую и носовую полости, позволяя крокодилу дышать через ноздри, даже когда его пасть широко открыта под водой. Представьте, хищник лежит в воде, высунув только глаза и ноздри. Его пасть приоткрыта, и он готов схватить жертву. При этом он продолжает дышать, не боясь захлебнуться. У других рептилий такого нет. Они должны либо закрывать рот, либо выныривать. Зубы крокодила – это отдельная история. Они конические, острые и сидят в альвеолах, специальных ячейках, как у млекопитающих. Это еще одно прогрессивное отличие от других рептилий. Зубы постоянно сменяются в течение жизни. До 50 раз. Когда старый зуб изнашивается или ломается, на его месте вырастает новый. Это конвейер, который никогда не останавливается. Но зубы крокодила не предназначены для пережевывания пищи. Они нужны для захвата и удержания добычи. Крокодил не жует. Он хватает жертву, тащит под воду, топит, а затем либо проглатывает целиком, если добыча небольшая, либо разрывает на куски. Сила укуса у крокодилов одна из самых высоких в животном мире. У гребнистого крокодила она достигает 16 тысяч ньютонов. Для сравнения, у льва около 4000, у акулы примерно 3000. Это позволяет крокодилу дробить панцири черепах и кости крупных млекопитающих. Но есть и обратная сторона. Мышцы, открывающие челюсть, очень слабые. Взрослый человек может удерживать пасть крокодила руками, просто сжимая ее. Это знают те, кто работают с крокодилами на фермах. Они используют обычные резинки, чтобы зафиксировать челюсти хищника. Но крокодил, как мы понимаем, не всегда был такой большой с такими зубищами. Когда-то он был маленьким и менее зубастым. И рацион крокодилов меняется с возрастом. И это логично. Маленький крокодильчик не может охотиться на антилопу. Ему нужна мелкая добыча. Молодые особи питаются водными насекомыми, ракообразными, мелкой рыбкой и лягушками. По мере роста их аппетиты увеличиваются. Подростки переключаются на более крупную рыбу и земноводных, а взрослые становятся вершиной пищевой цепи. У нильского крокодила, например, рыба составляет до 70% рациона. Но они не отказываются и от птиц, змей, черепах и млекопитающих. Крупные виды гребнистый и нильский способны атаковать буйволов, антилоп, зебр и даже акул. Если крокодил голоден и добыча подходит по размеру, он попробует схватить ее. Тактика охоты у крокодилов отработана до автоматизма. Это классическая засада. Хищник выбирает место на мелководье или у водопоя, где животные приходят попить. Затем он почти полностью погружается в воду. На поверхности видны только глаза и ноздри. Добыча их не замечает, принимая за коряги или просто не обращая внимания. Крокодил ждет терпеливо, иногда часами. И когда жертва оказывается на идеальном расстоянии, следует молниеносный бросок. Челюсти смыкаются, и крокодил тащит жертву под воду, чтобы утопить. Это может занять несколько минут. Затем начинается трапеза. Если добыча крупная, крокодил разрывает ее с помощью смертельного вращения. Он крутится вокруг своей оси, отрывая куски мяса. Иногда сородичи помогают друг другу разрывать особенно крупную тушу. Да и внутреннее строение крокодила уникально. Среди всех современных рептилий крокодилы обладают наиболее продвинутой физиологией. Их организм работает почти как у млекопитающих и в чем-то даже лучше. Сердечно-сосудистая система – это настоящий прорыв эволюции.
У крокодилов четырехкамерное сердце, как у птиц и млекопитающих, 2 предсердия и 2 желудочка. Это обеспечивает эффективное разделение артериальной и венозной крови. Но есть одна хитрость – паницево отверстие между дугами аорты. Оно позволяет смешивать кровь, когда крокодил находится под водой. Это дает возможность экономить кислород и находиться без дыхания до 2 часов. Ни одно млекопитающее не способно на такое, за исключением китовых. Дыхательная система тоже уникальна. Легкие у крокодилов сложные, ячеистые, с большой поверхностью для газообмена. Есть зачаточная диафрагма, которая облегчает дыхательные движения. Это позволяет крокодилам дышать глубоко и эффективно, даже когда тело частично погружено в воду. Выделительная система отличается отсутствием мочевого пузыря. Моча выводится сразу, что помогает экономить воду, а избыток солей выводится через слезные железы. Отсюда знаменитые крокодильи слезы. Хотя крокодилу не до грусти, его нервная и сенсорная система делает крокодилов идеальными хищниками. Головной мозг относительно крупный, и слух у него хороший. Во внутреннем ухе есть хорошо развитая улитка. И зрение отличное, и что удивительно, ночное цветное зрение, что редкость для животных. А на челюстях есть чувствительные ямки, они улавливают малейшие вибрации в воде, позволяя крокодилу чувствовать добычу даже в полной темноте. Но что крокодилам, возможно, создает небольшой дискомфорт, это то, что они холоднокровные. Они не могут производить тепло внутри тела, как мы. Их температура зависит от окружающей среды, поэтому они вынуждены постоянно регулировать ее, переходя из воды на сушу и обратно. Утром, когда солнце только встает, крокодилы выползают на берег и греются. Это поднимает их температуру до оптимальной для охоты. В полуденную жару они лежат с открытой пастью и охлаждаются. Вода испаряется со слизистых оболочек рта, снижая температуру тела. Потовых желез у крокодила нет, так что это единственный способ не перегреться. Ночью или при сильной жаре они уходят в воду, которая всегда прохладнее воздуха. Это термостат. Вода не дает им перегреться и не дает замерзнуть. Причем крокодилы не одиночные хищники, как принято считать. У них сложная социальная структура, которая включает территориальность, иерархию и развитую коммуникацию. Территориальность особенно выражена у взрослых самцов. Они охраняют участки побережья, демонстрируя агрессию к соперникам. Чем крупнее самец, тем лучше и обширнее его территория. Самцы могут устраивать поединки с рычанием, хлопанием челюстями и даже драками, хотя смертельные схватки случаются редко. Иерархия строится на размере. Более мелкие особи уступают крупным. Лучшие места для прогревания на солнце и охотничьи угодья. Коммуникация у крокодилов развита на удивление хорошо. Они используют целый арсенал звуков и жестов. Рычание и глухой рев для обозначения территорий и привлечения партнеров. Рев самца слышен на сотни метров. Шипение и хлопанье челюстями – предупредительные сигналы, которые означают «отойди» или «я здесь». Даже детеныши пищат внутри яиц, когда они готовы вылупиться. Самка слышит его и помогает малышам выбраться. Присутствует и инфразвук. Особый низкочастотный звук, который заставляет воду вокруг крокодила танцевать мелкими брызгами. Это используется в брачный период. Да, крокодилы не такие простые, как кажется. Их интеллект – тема, которая вызывает много споров. Но эксперименты показывают удивительные вещи. Крокодилы способны к простейшему счету, различают количество предметов, они узнают своего хозяина на ферме и могут обучаться с помощью положительного подкрепления, как собаки или дельфины. Они используют инструменты, например, кладут палки на голову, чтобы привлекать птиц, которые ищут материал для гнезд. Когда птица подлетает слишком близко, хоп, и она становится обедом. Но если в охоте интеллект помогает крокодилам обмануть добычу, то в личной жизни им приходится задействовать совсем другие таланты. У разных видов крокодилов этот период привязан к своему времени года. Одни выбирают пик засухи, другие первичные тропические ливни. Самцы привлекают самок громким утробным ревом, который разносится по округе на сотни метров. И самки выбирают самых крупных, сильных и громогласных партнеров. После спаривания самка строит гнездо.
Здесь у разных семейств есть свои предпочтения. Куча растительности – это классический вариант, который используют аллигаторы и многие настоящие крокодилы. Самка собирает листья, траву, веточки и складывает их в большую кучу. Тепло, выделяемое при гниении органики, помогает поддерживать нужную температуру для яиц. Это как природный инкубатор. Самка тщательно следит за кучей, добавляет свежие листья и регулирует ее размер. Другой способ – это ямы в песке. Более простой вариант. Его используют гавиалы и некоторые крокодилы, обитающие на песчаных отмелях. Самка просто выкапывает яму, откладывает яйца и засыпает их песком. Но в этом случае температура зависит только от солнца, и защита от хищников хуже. Количество яиц варьируется от 10 до 100 в зависимости от вида. У крупных видов гребнистого или нильского крокодила кладка может содержать до 50-60 яиц, у мелких кайманов 10-20. Яйца покрыты твердой известковой скорлупой, которая защищает их от высыхания и хищников. У крокодилов пол определяется не хромосомами, как у людей, а температурой инкубации. Это называется ТПО – температурно зависимое определение пола. Оно работает так. В определенный период развития эмбриона температура в гнезде решает, кто появится на свет – самец или самка. Если температура в гнезде держится ниже 31 градуса, развиваются самки. Если выше 34 – тоже самки. Если температура находится только в интервале, развиваются самцы. То есть оптимальный диапазон для рождения самцов всего 3 градуса. Это очень узкий коридор. Природа пошутила, крокодилиха не досмотрела, и в потомстве полный инкубатор девчонок. Пожалуй, это самый сложный и опасный температурный контроль в мире. И это на протяжении инкубационного периода от 65 до 110 дней, в зависимости от вида и температуры. Причем все это время самка охраняет гнездо, отгоняя хищников. Крокодилы проявляют одну из самых развитых форм родительской заботы среди всех рептилий. Отложил яйца и забыл – это не про них. Все гораздо сложнее. Первое, что делает самка, охраняет гнездо. Она остается рядом с кладкой все время инкубации, отгоняя варанов, мангустов, птиц и других хищников, которые не прочь полакомиться яйцами. Крупные самки могут проявить агрессию даже к бегемотам и слонам, если те случайно приблизятся к гнезду. Когда детеныши готовы вылупиться, они начинают издавать характерный писк. Этот звук слышен через скорлупу. Самка слышит его и реагирует мгновенно. Она разрывает гнездо, раскапывает кучу или песок и помогает детенышам выбраться. Затем она осторожно берет их в пасть, очень аккуратно, чтобы не повредить, и переносит к воде. Некоторые виды переносят детенышей на спине, как черепахи. После того, как все детеныши перебрались в воду, самка продолжает их охранять. У миссисипского аллигатора, например, она остается с молодняком до нескольких месяцев. Она защищает их от хищников, но не кормит. Малыши начинают охотиться самостоятельно на мелких насекомых и рыбу. Однако смертность среди молодняка остается очень высокой. До 90% погибает в первый год жизни. Главные враги – это рыбы, птицы и более крупные крокодилы. Каннибализм у крокодилов обычное дело. И все же, даже такая забота повышает шансы на выживание по сравнению с другими рептилиями, которые просто бросают свои яйца. С внешним и внутренним миром крокодильего мира мы понемногу разобрались. Осталось разобраться с названиями. Автор постоянно говорит крокодил, аллигатор, кайман, гавиал. А еще какие есть автор? Давайте и об этом поговорим. Заодно на них всех зубастых и посмотрим. Крокодилы населяют все типы пресных водоемов в тропиках и субтропиках. Реки желательно медленно текущие, а лучше, чтобы вода вообще стояла. Озера, болота, мангровые заросли, эстуарии, солоноватые лагуны. Их можно встретить везде, где есть вода и достаточно еды. Но у каждого семейства свои предпочтения. А для этого нам просто необходимо посмотреть на разные виды. На данный момент все живущие на земле крокодилы объединены в один единственный отряд – крокодилы. Этот отряд делится на 3 семейства. Семейство настоящие крокодилы, аллигаторовые
и гавиаловые, включающих в себя чуть более 25 современных видов. Давайте посмотрим на эти три семейства, начиная с настоящих крокодилов. Семейство настоящих крокодилов – это самая многочисленная, самая распространенная и, пожалуй, самая зубастая ветвь отряда крокодилов. Если аллигаторы и кайманы предпочитают пресную воду и боятся соли, а гавиалы вообще не представляют жизни без рыбы, то настоящие крокодилы – это непростые ребята. Они освоили и реки, и озера, и болота, и морские побережья, и даже открытый океан. Именно они внушают тот самый первобытный ужас, который мы испытываем при одном лишь упоминании о крокодилах. Но давайте по порядку. Что вообще отличает настоящих крокодилов от их родственников? Самая заметная внешняя особенность – это зубы. Если у аллигатора или каймана при закрытой пасти нижние зубы прячутся в специальные ямки на верхней челюсти и снаружи не видны, то у настоящего крокодила все иначе. Его четвертый зуб нижней челюсти, самый длинный и острый, торчит наружу, даже когда пасть захлопнута. Это как визитная карточка. Я настоящий крокодил, и я не собираюсь спрятать свое оружие. Заметить это легко. Если вы видите рептилию с торчащим вверх клыком, перед вами точно представитель этого семейства. Настоящие крокодилы – это три рода, в которых сегодня насчитывается около 16-17 видов. Точное число зависит от классификации, потому что ученые постоянно спорят, кто кому брат. Самый известный многочисленный род – это, собственно, настоящие крокодилы, в которые входят самые легендарные хищники – нильский, гребнистый, острорылый, сиамский, болотный и еще несколько более редких. Всего их около 13, и они разбросаны по всем тропическим континентам – Африка, Азия, Австралия, Южная и Северная Америки. Кроме них в семейство входят два более скромных рода. Это тупорылые крокодилы, всего один вид, обитающий в Западной Африке. Небольшие, коренастые, с короткой широкой мордой, они не лезут в большие реки, предпочитая лесные ручьи и болотца. И узкорылые крокодилы, два африканских вида с длинными тонкими мордочками, которые специализируются на ловле рыбы. Их часто путают с гавиалами, но они ближе к настоящим крокодилам. А если говорить о самом-самом, то нельзя обойти вниманием гребнистого крокодила. Это крупнейший хищник на планете среди всех ныне живущих рептилий. Самцы достигают 7 метров в длину и весят больше тонны. Даже представить трудно такого гиганта рядом, да еще и с зубами, которые обитают в солоноватых водах от Индии до Австралии. Он способен переплывать океанские проливы на сотни километров. Его неоднократно встречали в открытом море в тысячах километров от берега. И да, он ест все, что может поймать: рыбу, черепах, птиц, буйволов, акул, а иногда и людей. Интересно, что гребнистый крокодил получил свое название не за размеры, а за два костных гребня, которые тянутся от глаз к ноздрям. У старых самцов эти гребни становятся особенно заметными, и выглядят они впечатляюще. А в Австралии этих гигантов называют солеными, потому что они предпочитают солоноватую воду и могут месяцами жить в открытом море. Благодаря этой способности они расселились на огромной территории, от восточного побережья Индии до Филиппин, от Индонезии до северного побережья Австралии. Ни один другой крокодил не имеет такого обширного ареала. Кстати, в Австралии, кроме гребнистого, живет еще один вид – пресноводный крокодил. Он совсем не похож на своего огромного родича. Максимум 3 метра, узкая морда, мелкие зубы, и питается он в основном рыбой. Для человека этот вид практически безопасен. Удивительно, но два таких разных крокодила мирно уживаются в одних и тех же водоемах, просто занимают разные экологические ниши. Не менее знаменит и нильский крокодил. Он чуть мельче гребнистого, до 5,5 метров, но в Африке ему нет равных. Нильские крокодилы живут практически во всех крупных реках континента, от Нила до Замбези, от озера Виктория до водопада Виктория. Они умны, хитры и крайне опасны. По статистике, именно нильские крокодилы чаще всего нападают на людей. Сотни случаев ежегодно. Но кого они не трогают, так это неприметных птичек. Маленькие птички, египетские бегунки, сидят на челюстях крокодила и выклевывают остатки пищи и паразитов у него из пасти. Крокодил терпит эту процедуру и даже не закрывает пасть, пока птички работают. Это не дружба, конечно, а взаимовыгодное сотрудничество. Птицам еда, крокодилу чистка зубов и десен.
В Азии, кроме гребнистого, обитает еще несколько интересных видов. Болотный крокодил живет в Индии и Шри-Ланке, отличается широкой мордой и любит пресную воду. Он не такой агрессивный, как нильский, но тоже опасен для человека. Сиамский крокодил – один из самых редких, практически исчезнувших в дикой природе. Его почти не осталось, потому что на него долго охотились ради кожи, а места его обитания превратили в рисовые поля. Сегодня его разводят на фермах, но в природе он встречается единичными особями. В Америке обитает острорылый крокодил. Он освоил побережья Флориды, Мексики, Карибских островов и доходит до Венесуэлы. Этот вид тоже не агрессивен по сравнению с нильским или гребнистым, но крупные самцы могут нападать на человека. Но настоящие крокодилы — это не только размеры и сила. Это еще и невероятная выносливость. Они могут месяцами голодать, теряя до половины массы тела, и при этом оставаться дееспособными. Их иммунная система работает так, что они практически не болеют, даже когда живут в грязной воде с тысячами бактерий. Чего крокодилы не умеют, так это летать, но лазать по деревьям спокойно. И это не шутка. Маленькие особи, особенно тупорылые и узкорылые крокодилы, забираются на ветки, чтобы погреться или спрятаться от хищников. Очень интересно наблюдать, как полуметровый крокодил сидит на суку в 3 метрах над водой. Скорее всего, взобрался, вряд ли прилетел. А мы переходим к семейству аллигаторовые. Если настоящие крокодилы расселились по всему миру, то аллигаторовые всегда были домоседами. Они обитают только в 2 местах на планете: в Новом Свете, Северной и Южной Америке, и, как ни странно, в Восточном Китае. И именно они освоили то, что не под силу их зубастым родственникам – жить в прохладных водах. Да-да, именно аллигаторы умеют переживать зиму, замерзая в воде и торчая изо льда только ноздрями. Но об этом позже. Семейство аллигаторовых делится на 2 большие группы. Собственно, аллигаторы и кайманы. Внешне они очень похожи, но есть важное отличие. Главное — зубы. Если у настоящих крокодилов 4-й зуб нижней челюсти торчит наружу, то у аллигаторовых при закрытой пасти все зубы прячутся в ямке на верхней челюсти. Их не видно совсем. А зубы свои он применяет так же, как и его родственники настоящие. Аллигатор — это машина для убийства. Не хуже своего африканского родственника. Просто он более скрытный. Настоящие аллигаторы – это всего 2 вида. Миссисипский аллигатор – это звезда американских болот. Обитатель Флориды, Луизианы и других южных штатов. Он вырастает до 4,5 метров и весит под полтонны. Это серьезный хищник, который ест все, что движется: рыбу, черепах, птиц, енотов, оленей и даже мелких аллигаторов. Для человека он опасен не так сильно, как нильский крокодил, но нападения случаются, но редко. Аллигатор – это настоящий болотный житель. Он любит стоячие воды, заросшие растительностью озера и медленные реки. В отличие от многих крокодилов, он терпеть не может соль. Его солевые железы практически не работают, поэтому в море он не заплывает. Зато он умеет рыть норы в берегах, где прячется от жары и холода. И вот здесь начинается самое интересное. Аллигаторы — единственные крокодилы, которые умеют переживать холода. Когда в американских болотах иногда наступает лютая зима и вода замерзает, аллигатор не погибает. Он высовывает кончик морды с ноздрями над водой и ждет, пока лед схватит его тело. В таком состоянии он может провести недели и даже месяцы. Его сердце бьется с частотой всего 3 удара в минуту. Метаболизм почти остановлен, но жизнь теплится. Как только лед тает, аллигатор просыпается и отправляется на охоту. Это единственный вид крокодилов, который может жить в зоне умеренного климата. И это какая-то фантастика. Второй вид – китайский аллигатор. Он совсем не похож на своего могучего американского брата. Всего 1,5 метра в длину, весит килограммов 30-40 и живет он в бассейне реки Янцзы. Но сегодня его почти не осталось в дикой природе, меньше 200 особей. Китайский аллигатор – это один из самых редких крокодилов на планете. Он ведет скрытый образ жизни, роет сложные системы нор в берегах и питается рыбой, лягушками и мелкими водными животными. Для человека он абсолютно безопасен. К сожалению, его численность катастрофически упала из-за осушения болот и превращения их в рисовые поля. Китайцы называют его янцзинский дракон, и только теперь они стараются сохранить этого удивительного зверя.
Кайманы – это вторая половина семейства аллигаторовых. Они обитают только в Центральной и Южной Америке, от Мексики до Аргентины. Всего их 3 рода и 6 видов. Самый известный – очковый кайман. Его легко узнать по костному гребню между глаз, который напоминает оправу очков. Это самый распространенный крокодил Америки. Его можно встретить практически в любой крупной речке или болоте, от Мексики до Бразилии. Он не очень крупный, максимум 2,5 метра, но зубастый и шустрый, питается рыбой, раками, змеями и мелкими млекопитающими. Очковые кайманы примечательны своей выносливостью. Они могут жить в самых грязных водах, в сезон засухи зарываются в ил и впадают в спячку, а в сезон дождей активно размножаются. А если очковый небольшой, то черный кайман не маленький. Он достигает 5 метров и весит до полутонны. Это настоящий гигант Амазонии, который питается рыбой, капибарами, змеями и даже мелкими крокодилами. У него темная, почти черная кожа, и он является одним из крупнейших хищников южноамериканских рек. Но, как и многие крупные животные, он пострадал от охоты. Его кожу ценят очень высоко. Сегодня черный кайман охраняется, но популяция восстанавливается очень медленно. И, наконец, самые маленькие – это карликовые кайманы. Это 2 вида, собственно, карликовый кайман и гладколобый кайман. Они едва достигают 1,5 метра в длину и весят не больше 20 килограммов. У них короткие мордочки, темный окрас и очень плотный костный панцирь. Они живут в быстрых лесных речках Амазонии, прячутся в корягах и питаются рыбой и беспозвоночными. Для человека они совершенно безопасны. А у нас, дорогие друзья, впереди остались только гавиалы. Гавиаловые – это, пожалуй, самое необычное и самое специализированное семейство отряда крокодилов. Если настоящие крокодилы – это беспощадные хищники, аллигаторы – болотные домоседы, то гавиалы – тактики-рыбаки. Они не хватают буйволов, не крушат черепашьи панцири и не нападают на людей. Их главное отличие от всех остальных крокодилов – это мордочка. У гавиалов она не просто длинная, она чрезвычайно длинная и узкая. У взрослого самца ганского гавиала морда может быть длиннее всей остальной головы, до 1/3 длины тела. Она похожа на вытянутые хирургические щипчики, только с зубами. И эти зубы тоже особенные. Они тонкие, острые и направленные слегка вперед и в стороны, как у щуки. Но сломать кость или панцирь такими зубами невозможно. Гавиал – это узкий специалист. Он не ест ничего, кроме рыбы. Самый известный и единственный до недавнего времени представитель семейства – это ганский гавиал. Обитает он в реках Индии, Непала и Бангладеш. Главным образом в Ганге, Индии, Маханаде и Брахмапутре. Взрослые самцы вырастают до 5-6 метров. Это сопоставимо с нильским крокодилом. Но весят они значительно меньше из-за легкой узкой морды и стройного тела. Самки помельче, до 3-4 метров. У ганского гавиала есть еще одна примечательная деталь. Нарост на конце морды у половозрелых самцов. Он похож на небольшой глиняный горшочек и называется кхара. От него, кстати, пошло и название гавиал, от индийского слова кхариал, что означает горшечник. Зачем нужен такой нарост? Только для одной цели – привлекать самок. Чем крупнее его кхара, тем громче и ниже звук, который может издавать самец. Он использует этот резонатор во время брачных игр, и самки выбирают того, у кого звук глубже и мощнее. Ни у кого из крокодилов нет ничего подобного. Гавиалы живут исключительно в пресной воде, предпочитая реки с песчаными отмелями и глубокими омутами. Они плохо ходят по суше, их короткие слабые лапы едва приподнимают тело над землей, поэтому на берег они выползают только для того, чтобы отложить яйца. Всю остальную жизнь гавиал проводит в воде. Он почти не выныривает на поверхность. Его глаза и ноздри расположены на самой верхней точке головы, поэтому он может лежать в воде, почти полностью скрытый, и следить за проплывающей рыбкой. Второй вид, который сейчас относится к гавиаловым, это гавиаловый крокодил или ложный гавиал. Он живет в Юго-Восточной Азии, на Малайском полуострове, Суматре и Борнео. Внешне он очень похож на ганского гавиала. Такая же длинная узкая морда и тонкие зубы, но есть важное отличие. Его морда чуть шире, и ест он не только рыбу, но и змей, черепах, мелких млекопитающих. Ученые долго спорили, куда его отнести – к гавиалам или к настоящим крокодилам. Но генетический анализ показал, что он ближе к гавиалам, хотя внешне он почти не отличается от острорылого крокодила.
Ганский говиал сегодня один из самых редких крокодилов в мире. Причины все те же. Осушение рек, строительство плотин, загрязнение воды, браконьерство. Говиалы погибают в рыболовных сетях. Их яйца собирают люди, а песчаные отмели, где они откладывают яйца, исчезают из-за строительства дамб. К тому же говиалы очень медленно размножаются. Самки откладывают всего 20-30 яиц, и далеко не все детеныши выживают. В Индии и Непале действуют программы по спасению говиала. Их разводят в неволе, а потом выпускают в природу. Но пока успех скромный. Реки слишком загрязнены, а пресной воды становится все меньше. Говиал как живой индикатор чистой воды. Если в реке есть говиалы, значит она чистая. Если их нет, беда. Это касается вообще почти всех видов крокодилов. Мы привыкли думать о крокодилах как о безжалостных убийцах, опасных, примитивных и пугающих, хотя где-то так и есть. Но крокодилы не менялись миллионы лет, и это не слабость, а суперсила. Они суперхищники, они нашли идеальную форму и не стали от нее отступать. Пока динозавры вымирали, а млекопитающие учились быть теплокровными, крокодилы просто продолжали делать то, что умеют лучше всех – ждать, охотиться и побеждать. И в этом их сила. Но по сравнению с человеком он дитя. Мало того, что крокодилы массово гибнут в раннем возрасте от хищников, взрослые особи страдают в основном от человека. Сегодня более 50% видов находятся под угрозой исчезновения. Исключительно из-за деятельности людей. Крокодилы похожи на нас больше, чем кажется. У них четырехкамерное сердце, как у людей. Как и люди, они заботятся о потомстве. Да, крокодилы не плачут от эмоций, их слезы выводят соль. Они не умеют сочувствовать, но они соблюдают баланс в природе и умеют терпеть. Могут голодать до года и замирать во льду с 3 ударами сердца в минуту. Люди практически не считаются законами природы, создавая свою цивилизацию 6000 лет, а крокодилы, на секундочку, на Земле существуют 250 миллионов лет. Их исчезновение – это не просто потеря вида, это утрата целой эпохи, которую мы никогда не сможем вернуть. Но пока в мутной воде мерцают желтые глазенки, пока над болотом разносится глухой крокодилий рев, пока детеныши выбираются из гнезда и спешат к воде, мы все еще можем наблюдать эту древнюю магию, дошедшую до наших дней. И это большая честь быть современниками существ, которые видели рассвет жизни на Земле. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.